Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый рукодельный влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я сейчас пью кофе с вкусняшкой и вяжу салфетку. Я сначала начала салфетку вязать из тех старых ниток, но, честно говоря, поняла, что хлопок для меня немножко такие проблемные нитки. Я не то что, как сказать, я, понятно, вязала из него раньше, но все-таки для меня это не совсем привычные нитки, и поэтому, когда что-то новенькое, лучше вязать из более привычного материала. Поэтому взяла акрил. Ну и к тому же все-таки те нитки тонковаты. Да, я себе заказала еще крючок 3,5, потому что у меня разные крючки есть, но именно 3,5 нету. Вот. Короче говоря, вчера как-то быстренько я распустила эту салфетку и также быстренько начала вязать вот эту. Ну и, в общем-то, все сразу стало получаться. Нет, там тоже все получалось, но иногда приходилось как-то, знаете, пара столбиков свяжешь, где-то что-то у меня зацепится, вот, и еще нужно, естественно, смотреть мастер-класс, а тут сразу все стало более понятно. Потому что я как раз уже ближе к концу что-то стала путаться, а оказалось все очень-очень просто. Но я еще тогда и удивилась, потому что мастер-классы шикарные. В общем, сейчас продолжу. Осталось еще, как я понимаю, 2 ряда. Ну что ж, я закончила, в общем, салфетку. Она мне очень понравилась, даже неожиданно. Вернее, когда я смотрю других, мне, конечно, нравится, а вчера, когда я так вязала, что-то мне, не знаю, в общем, не очень, а сейчас я понимаю, что нет, я буду с огромным удовольствием пользоваться, мне прям нравятся и вот эти сердечки, и вообще классно. Сейчас попробую сделать салфетницу в виде сердечка, но это мастер-класс у другого блогера, тоже, по-моему, бразильского. Посмотрим. Конечно, у Самуэла техника более такая совершенная, но в плане того, что вот он так работу всегда очень аккуратно завершает. Достала иголку вот такую. Короче, салфетка тоже будет у меня в ходу. В принципе, сердечко получилось, только, из-за разницы в крючке и так далее, оно у меня получилось чуть-чуть меньше, но дело не в этом. Принцип я поняла, хотя я еще видела такое объемное сердечко, я хочу попробовать сделать. С другой стороны, это по размеру прям как вот здесь вот. И единственное, колечко там приклеивалось на клей. Надо мне еще раз послушать, какой именно клей использовался, понять надо, чтобы можно было в теории заменить его нашим, так сказать, тем, что можно купить в России. Но вообще меня не прикалывает тема что-либо приклеивать. Еще показывают, как обвязывать колечки, это понятно, я знаю. Я попробовала, у меня... Поскольку сердечко получилось более маленькое, кольца у меня либо большие, либо очень маленькие, я нашла среднее, но это от ключей, делаю это я для себя и чисто в учебных сейчас целях. Я поэтому его обвязала и привязала сзади, тоже крючком, в принципе, получилось нормально. Но вообще оно и сердечко, и колечко должно быть побольше, именно мне хватит. Но я так планирую, что, наверное, надо что-то такое более объемное с наполнением внутри сделать. И все-таки я попробую сделать под бокал. Опять же, поучусь.
Вязала я тем же крючком, ну, чтобы уже все одинаково, поэтому, ну да, под бокал получилось связать тоже, видите, в форме сердечек, классно. Понравился этот комплект, потом я сфоткаю, выложу в Инстаграм. Сейчас я уже, кстати, и по хобби немножко поснимала, пораскрашивала, но сегодня, наверное, я большую часть дня уделю лайф-влогу, потому что, ну, как бы многие подписчики лайф смотрят. Сегодня уже другой день, и я решила... Ну, в общем, продолжаю учиться вязать салфетки, но я решила повторить вот такую же, но попробовать. Мне не привезли еще крючок 3,5, не доставили, и я взяла крючок 4. Ну, на самом деле получается, что на один ряд как бы подлиннее, что уже хорошо, но я решила попробовать, сейчас распущу и попробую сделать в две нитки, что будет... интересно. Вот, хочу попробовать поэкспериментировать, разные варианты. Ну вот пока я вязала крючком 3, видите, вязка более плотная, крючком 4 она немножко такая более воздушная, что ли, получается. Вот, и если здесь синяя салфетка, она вообще даже не фолдила совсем, то здесь она, когда вяжешь, фолдит, но поскольку акриловые нитки, они такие прям, ну, классные, как по мне, то на стол кладешь, расправляешь, и все, и как бы ровно, и уже все нормально. Вот, но я просто хочу попробовать разные варианты, какие есть, потому что, ну, надо экспериментировать. Пока я все-таки не нашла именно хлопок с интересными расцветками, надо экспериментировать здесь. Я не стала распускать салфетку, решила, во-первых, закрепить в памяти, надо теперь только себе схемку зарисовать или как-нибудь записать. Во-вторых, посмотрела, что будет, если соединить два вида ниток. Ну, это не очень хорошая идея, потому что благодаря этому, естественно, фолдит. В принципе, посмотрела, как вот эти розовые нитки в деле. Ну вот, а сейчас уже распущу. Просто у меня здесь ниток розовых мало осталось, и мне точно не хватит. А так, вот видите, уже заканчиваю. Так-то, конечно, уже по размеру она получилась гораздо больше, так как и положено, в принципе. Вот, ну, собственно, я еще теперь хочу попробовать белые нитки в 2 сложения повязать, что будет, и также розовыми нитками, ну, в одну нитку сделать, но крючком 3 миллиметра для эксперимента. Вот, и еще я все-таки пытаюсь понять, какие нитки у меня были желтые, вот то, что желтая салфетка, потому что они определенно чуть-чуть вроде как толще вот этих белых, и они даже жестче, эта нитка более мягкая, и мягче, чем вот эти, и как бы по структуре все-таки вот на белые похожи. Я подумала, что это пряжа подмосковная, троицкая, но нет, мне кажется, что явно не она. И, наверное, я сегодня пойду в ближайший магазинчик в нашем районе. Может быть, там что-то похожее найду. В общем, не могу понять, какую мне пряжу использовать, чем бы заменить, потому что мне очень хочется уже начать по-нормальному полноценно вязать салфетки, но, в общем, что-то меня не устраивает. Попробовала, как и собиралась, белую пряжу вязать в 2 сложения, а розовую в 1 сложение, но более маленьким крючком. Ну и в принципе получились кружочки одинаковые, и если сравнивать вот с этой синей пряжей, которая такая же, как белая, но здесь я вязала, ну, в общем-то, этим же крючочком, но в 1 сложение, то тут получается, ну, вот эти вот на целый ряд
больше, что уже хорошо, в принципе, смотрится и то, и другое отлично. Вот, но, ну да, цвет вот у этой пряжи, у розовой, у меня вот сколько ниток есть, все цвета очень красивые. Но единственное, мне вот не покидает вот это вот, знаете, чувство, что это, ну как вот, скорее не салфетки по своей, ну на ощупь не салфетки, а я не знаю, как будто там сидушки на стул. Но я думаю, что это стереотипы, потому что, ну понятно, привыкли, что салфетки это или хлопок, или если покупать, ну какое-то другое сырье. Может быть, стоит отойти от стереотипов, ну, исходя из того, что могут предложить наши магазины. Но все-таки стоит и там провязать еще парочку рядов, посмотреть все-таки, как узор этот будет выглядеть в деле. Не потеряется ли он? Ну, я думаю, не должно. Продолжаю свой рукодельный влог. Сейчас я разбираюсь дальше в своих запасах. Сегодня мне нужно, ну, во-первых, вот здесь вот разобрать нитки. Хочу вытащить их из упаковки. Это когда-то, кстати, в Фикс Прайс купленные были нитки. Ну, там вот еще здесь лежат нитки. Я думаю, еще масса где. Нужно их в какую-то отдельную коробку, ну, возможно, вот в эту все поместится. Здесь вот у меня лежат всякие приспособы для изготовления украшений. Вот. Для брелочков, всякие для бусинок украшения. Вот тут вот у меня всякие вот для брелков, потом для сережек, для изготовления. Тут вот красота для бусин, такая фурнитура. Так, что у меня тут еще есть, сейчас покажу. Оказалось, что для вышивки нитки откуда-то из какого-то, видимо, набора есть. Вот еще нитки. А вот эти бусины я когда-то делала, ну, просто пыталась. Ну, из глины, которую нужно потом, по-моему, в духовку класть, что-то такое, я уже плохо помню. Но мне понравилось, в общем-то, как получилось. Можно из них сделать какое-нибудь украшение. Вот у меня тут бабочка такая получилась. Надо что-то с этим придумать будет. Ну, не знаю, для себя или не для себя, но надо сделать. Единственное, что только вот таких вот приспособ у меня серебряных, кажется, нет, а может быть где-то лежат, надо посмотреть. В общем, сейчас буду все разбирать. Ну вот, нитки здесь уместились, но понятно, что это не все, а вон там я еще вижу. Ну, пока пусть лежат в этой коробке, а там переложу в другое место. По итогам было 3 контейнера. И теперь заняты только 2, но зато везде порядок. Здесь только нитки, тут сверху фурнитура для изготовления украшений. Здесь бусинки и всякие, ну, шнурочки, лески. Тут ручки, ну, всякие такие вещи, которые тоже могут пригодиться. А здесь в основном тесьма. Разборки идут полным ходом. Вот такую штуку нашла. Тоже интересные вещи можно с их помощью делать. Вот. Ну, а пока у меня уже апельсиновое варенье варится. Продолжаю убираться в этот контейнер. Ну, в основном все для швейной машинки сложила. Ну, и не только, но в основном шпульки и тому подобное. Конечно, уже везде намусорила, но зато много выбросила, много разобрала. Вот в эту коробку я сложила бусины, бисер и тому подобное.
я когда-то увлекалась и тоже много накупила. Вот. Единственное, что там, где у меня лежит все для украшений, там у меня тоже есть бусины. Пожалуй, я их сейчас переложу сюда, уже в этой коробке, чтобы они там место не занимали, и все было именно в одном месте. А в этом контейнере у меня лежат кольца всякие, пластиковые, деревянные, металлические, большие, маленькие. Это потребуется тоже. Ну, это в основном как бы маленькие для штор раньше были, но я знаю, для чего их буду использовать, поэтому тоже сложила именно в одно место. Далее, вот эта коробка, здесь всякие для штор штуковины, пусть пока здесь лежат. Ну, а коробочка у меня вот такая вот красивая из Fix Price. На полу не обращайте внимания, это я прям туда все кидаю и потом тащу в помойку. А вот в этом пакете лежит тряпочка, на самом деле это клей. Обувной, настоящий обувной клей. Его разводят ацетоном, и получается вот из тряпочки ацетона клей, который прям намертво клеит. Это еще советский. Сейчас готовлю себе кашу, ну она варится вот. А здесь у меня уже укроп, сыр сливочный и соевый соус. Ну а в кашу я уже сразу положила немножко сосисок. Сейчас залезла на шкаф, ну на самый верх, где здесь стоят эти икеевские ящики. Вот. И тоже буду смотреть, что вот здесь вот есть. Ну, короче говоря, процесс идет полным ходом. И вы знаете, я очень рада. Дело в том, что я нашла вот такую вот нитку, которая как раз-таки может мне пригодиться сейчас для вязания салфеток, благодаря маминым запасам. Была куплена когда-то в Ашане, здесь 2 мотка по 10 метров. Ну и как бы шикарно, она идет декором. Может быть, даже еще одна обнаружится, ну просто вообще супер. Ну, вот эти все запасы я сейчас пересмотрю и, скорее всего, переложу в шкаф, потому что там есть место. Ну, сейчас посмотрим. Плюс еще обнаружились вот эти пакеты, по-моему, я их из Питера, из Пышечной привозила. Ну, тут и есть и обувь, ну, собственно говоря, один из чемоданов, там лежит обувь. Я сейчас сюда переложу летнюю обувь. Тут вот запасы всякой разной тесьмы. Мама всегда по многу покупала. Вон еще блестящая есть. Еще один пакет с тесемкой. Перебралась на балкон. Обнаружилась еще вот такая вот красивая рамочка осенняя. Вот саму вот эту штуку я оставлю, цветы, конечно, выкину, но это было покупное, поэтому цветы спокойно можно выкинуть, они уже все пообтрепались. А вот эта часть очень даже для чего-нибудь пригодится, ее можно, например, чем-то обвязать. Неожиданно обнаружилась еще красная вот такая лента. Ну, я не видела, что бразильцы красные пользовались, в основном золотом. Ну, неважно, главное есть. Еще распотрошенная упаковка. Получается, что у меня еще 2 мотка золотой ленты и 1 красный. Нет, не 1 красный, здесь еще он просто выпал. Она довольно плотная, хочется, конечно, верить, вдруг она подойдет, потому что именно нитки, которые мне нужны, они должны быть именно не толстые, не тонкие, а плотные, а вот эта штука, возможно, как раз и помягче. Ну, посмотрим. В любом случае, как я поняла, что даже вот из той пряжи, которая в нашей стране есть, вот это Ярн-Арт или что-то такое, по-моему, у них есть серия Камелия, и я ее пока что-то нигде найти не могу. То ли камелия, то ли, в общем, или не помню, в общем, что-то в этом роде. И да, с нитками у нас именно с нужными проблемка. Достала от занавесок вот такие штуки.
Вот эту кучку я оставляю себе. Здесь, как видите, крепления и колечки. Это мне абсолютно точно пригодится. Я просто знаю для чего. Вот это вот поломанное на выброс. И вот это, ну, эти штуки мне лично не нужны, но кому-то для рукоделия пригодятся. Поэтому, скорее всего, выложу там за вкусняшку на Авито. Ну, наверное, так. Потому что мне точно ни к чему. Ну, выбрасывать как бы такие вещи, я думаю, жалко. Но на самом деле, если на Авито не возьмут, то, соответственно, вынесу на помойку. У нас, к сожалению, в доме нет такого на первом этаже стола, где можно выложить, что не нужно. Потому что, знаю, вот у моей ученицы, у них на первом этаже, ну, как и у многих, собственно говоря, стол, куда они все складывают и, ну, как бы выносят то, что в нормальном состоянии, и то, что им не нужно, и можно взять то, что нужно. Вот. Но у нас такого нет, в смысле, кто-то может просто так там на пол положить, ну, как бы вот, а именно целенаправленно у нас ничего подобного нет в подъезде. Вот как раз те элементы, которые я оставляю себе, поместились в косметичку от Yves Rocher. Помню, я как раз создала канал, когда делала какой-то один из первых заказов, и мне вот дали набор, там сумка дорожная, еще что-то. Следующий день я продолжаю разбираться. Вот эту штуку мама делала, я ее оставлю, пока уберу. Ну, в общем, пусть будет как память. Красивая штучка. Вот это вот, скорее всего, маме дарили или она покупала. Вот, это я выброшу салфетки, потому что такие я не люблю. Вот, ну, как бы, это все нужно крахмалить и тому подобное. Мне это не нравится. Поэтому выброшу. Еще две такие штуки нашла. Вот эту оставлю, это мама, наверное, делала. А вот эту белую делала моя учительница. Но дело в том, что этой штуке настолько много лет, она вся уже грязная, пыльная, поэтому само деревянное кольцо я оставлю, насчет термометра не знаю, а все остальное выброшу. Ну, потому что, к сожалению, уже ничего с этим не сделаешь. Решила не морочиться, а просто выбросить, потому что мне мои ножницы даже жалко. И это трудно будет расплести, оно того, в общем-то, не стоит. Продолжаю дальше разборки. Вот это я решила оставить, потому что, ну, это наволочки и, ну, типа салфетка или полотенце, это у меня бабушка вышивала. Вообще я как бы именно эту бабушку по маминой линии я не помню, ну, то есть я ее не застала. Но дело не в этом. Она потрясающе классно вышивала, поэтому я решила это оставить. Ну, действительно, вот, например, я ромашки обожаю, вот это вот то, что белым, это вообще просто потрясающе. Пусть будет как память о человеке. Я сейчас все это уберу, я просто начала с творческих разборок и плавно вообще перешла в глобальные там разборки, вот, поэтому, ну, вот это к творчеству относится, поэтому решила показать вот такая вот красота. Там даже какая-то наволочка порвалась, но не страшно. Я пользоваться по прямому назначению не буду, вышивку сохраню, а там, может быть, просто из этого что-то еще сделаю, не знаю. Но как память должна остаться абсолютно точно, как мне кажется. Нашла еще одну красоту. Вот так вот тоже было вышито. Прям гладью, это, конечно, потрясающе. Вот так вот я хочу научиться вышивать, потому что, ну, вот это действительно супер. Вот. Хотя, с другой стороны, вот крестиком вроде тоже неплохо. Но это вот бабушка делала. А еще она делала вот такие салфетки, очень красивые. Вот. А эту салфетку я делала. Ну, я в основном делала квадратные, но и в том числе такие. Там берется, ну, на бумагу переводится рисунок, накладывается на ткань и на машинке. Все это прострачивается зигзагом, ну и потом просто бумажка убирается. Ну вот я такие делала и на подарок в том числе, когда-то. Обнаружила запасы вот этой вот тряпки, забываю всегда, как она называется. Вот, ну вы поняли, раньше вот были времена, когда я в первом, во втором, в общем, в младших классах училась в школе, такими полы мыли, а сейчас это
Это круто и это дорого. Я что-то так увлеклась всякими разборками, уборками, что, короче, пора бы уже завершать видео. Вот эту салфетку я сейчас вяжу по мастер-классу, меня уже все устраивает, вяжу в 2 нити, поэтому, в принципе, все получается как надо, как положено. Вот, вроде бы по размеру, все дела, так что буду вязать. Дальше, сейчас я покажу крючок, который я купила. Вот такой вот крючок забрала вчера на Wildberries, 3,5 мм, арт-узор, там написано, что это Симоленд, стоил 80 чем-то рублей. Ну, пока я про него ничего сказать не могу. Ну, надеюсь, все будет нормально. И сейчас я вам еще покажу шарфик, который когда-то я вязала. Вот такой вот шарфик веселенький, я когда-то с огромным удовольствием его носила. Вот, а вязала я его к перуанской шапке. Вот такой вот. Она как панамка. Сейчас я эту шапку не ношу, хотя она мне нравится, но суть в том, что эту панамку хорошо носить с накрученными волосами. Раньше я волосы накручивала, причесывала, сейчас мне это не актуально, поэтому... Ну, а так ее носить не очень прикольно. Вот, а так вот у меня был такой комплект. То есть шапку купила, а уже шарфик к нему связала. Ну что ж, а это видео буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Всем пока-пока.